Приветствую всех, вы на канале Фортусита. Время от времени я буду давать ответы на ваши комментарии в видео такого формата. Одна из популярных тем для комментариев – это вопрос, связанный с дневниками, а точнее с теми рунами, которые вы в них чертите. Когда я вам советовал чертить их либо карандашом, чтобы можно было стереть, либо чертить их на отдельных бумажках, чтобы потом можно было сжечь. И основным ключевым моментом, почему я давал вам этот совет, являлось то, чтобы не пострадал ваш дневник. Я не говорю вам сжигать или уничтожать сразу же все те руны, которые вы создаете. Неважно на чем, где и как. Советовал я это вам по той простой причине, что в определенный момент в вашей жизни с рунами наступит такой момент, когда вы захотите почиститься. Почиститься от всех рун, которые вы создадите до того момента. На определенном этапе вашего обучения рунам у вас появятся ощущения. Эти ощущения будут провоцировать вас к тому, что вы захотите начать все сначала. И из этого появится это желание, чтобы удалить все руны, ранее созданные. Это будут не только те руны, в которые дневнике. Это будут любые кулоны, амулеты. Кто создавал татуировки на своем теле, задумается над этими рунами. Туда же могут попасть и ваши рунные наборы. Одним словом, все, что связано с символом руны. Поэтому, когда наступит этот момент, и в вашем дневнике, в ваших текстах, прописях, где будет очень много важной для вас информации, не будет рун, тем самым не придется их удалять. Именно поэтому я и советовал прописывать в дневнике руны прописью. Также часто вы спрашиваете о том, как прожить руны, как ощутить их, как их почувствовать. Какой-то одной определенной практики в этих действиях не существует. Когда вы начнете относиться к рунам как к чему-то живому, у вас будет устанавливаться взаимосвязь. Что вы в этот момент будете делать с рунными символами, особого значения не имеет. Кто-то будет носить рунные кулоны в виде подвески, кто-то будет их носить в кармане, другие чертят на теле, вышивают на одежде. На самом деле способов много. Но не забывайте еще тот момент, чтобы ощутить руну, ее не обязательно создавать физически, на каких-то материальных объектах. Чтобы настроиться на руну, достаточно о ней думать, правильно думать и в своем создании создавать образ. Если вы создали рунный символ и носите его с собой на протяжении дня, важно понимать и знать, на какой определенный этап процесса, который происходит во времени, эта руна оказывает свое воздействие. И в моменты, когда вы находитесь в тех или других обстановках, где этот этап проявляется, вы должны обращать на это внимание и больше уделять внимание тому символу, который находится вместе с вами, именно в вашем сознании. И наблюдая за этим всем, что вокруг вас происходит, вы начнете ощущать руны. События будут проявляться. В определенных комментариях авторы просят назвать руны, которые бы помогли бы решить определенные ситуации их жизни. Вопреки всей той информации, которую вы сегодня можете найти в интернете, руны таким образом не изменят вашу жизнь. Если бы на самом деле все было бы так просто, представьте, что бы сегодня творилось в мире. То есть любой, кто бы узнал об определенной рунной формуле, создавал бы ее и получал все то, что он хочет от жизни. Для того, чтобы руны оказали влияние на вашу жизнь, руны нужно чувствовать. Просто начертить символы этого недостаточно. Единственная возможность, когда руны могут оказать влияние на вашу ситуацию, но вы при этом их не ощущаете, это если только тот, кто сегодня чувствует руны, возьмет ваше желание на себя.
То есть ваше желание должно стать желанием того человека, который чувствует руны. И создавая руны под вашу ситуацию, он сам должен желать, чтобы это свершилось. Это, к примеру, когда вы просите руны для того, чтобы стать богатым. То есть привлечь к себе деньги. Для начала рун для денег не существует. Ровно так же, как не существует рун для здоровья, для любви и всему остальному. Я об этом уже говорил. С помощью рун можно создать формулу для свершения. И этой формулой можно свершить ваши определенные задачи, не только связанные с деньгами. И, к примеру, я сегодня имею такое желание помочь вам всем и дать вам эту формулу. В определенный момент создать формулу и дать ее всем вам, чтобы ваши желания свершились. Вместе с тем, когда я даю вам, я дам эту формулу и всем остальным. А теперь представьте, что ему и ему подобным сегодня дать в руки формулу, которая помогла бы свершить их желание. Задумайтесь на секунду, что будет происходить во всем мире. Поэтому, если у вас есть желание жить с рунами, обучиться рунам, слушайте мой рассказ о рунах, и в будущем вы сами создадите себе руны, которые повлияют на определенные ситуации в вашей жизни. Чем отличается то, что есть, от того, что происходит? В одном из комментариев прозвучал такой вопрос. На самом деле, понятие времени и ощущение времени будет одной из первостепенных основ моей передачи информации о рунах для вас. Чтобы ответить на этот вопрос, наведу вам такой пример. То, что есть, это то тело, которое вы имеете уже сегодня. То, что происходит, это тот ваш образ жизни, который вы ведете. Каждому свое. А то, что должно быть, это то, что будет с вашим телом в результате того, что происходит во времени, то, что происходит. Вопросы, связанные с религией. На сегодняшний день я откажусь от любых комментариев, связанных с этой темой. По той простой причине, что я еще очень мало сказал своего. Вы хорошо знаете о той религии, к которой вы себя относите, но очень мало знаете о том, что хочу рассказать я. Единственное, что я могу сказать сегодня о религии, это то, что ее придумали люди, и для нее нужен Бог, Творец, Создатель. Он был тогда, он есть сейчас и будет навсегда. На самом деле, на канале уже сейчас создается диалог мой с вами. Очень много звучит комментариев или вопросов на глубокие темы, философские темы. Но на данный момент я не могу вам дать на них ответ. Чтобы давать ответы на такие вопросы, мне нужно затрагивать те моменты, о которых мы будем с вами говорить в будущем. Ну и напоследок хочу вам показать самый большой комментарий, оставленный на канале Фортусита, где автор осуждает мои знания о рунах. Дело в том, что этот комментарий хорошо передает всю суть того, как сегодня вы будете воспринимать руны, если вы пойдете по стандартному методу обучения. Советую сначала пересмотреть видеоролик «Знания, информация, руны», а уже после прочитать этот комментарий автора.
Автору за комментарий большое спасибо, так как это очень помогает мне в развитии моего рассказа о рунах.